очень здорово. На самом деле... Вы, наверное, подумали, что это кликбейт, и я вас забайтила, но нет, сейчас вы увидите DLC «Сердце России». Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать ко мне на канал, и буквально за вчерашний вечер вы закидали меня сообщениями о том, что якобы вышло DLC «Сердце России». Большое спасибо вам за эту информацию, но также большое спасибо тем, кто скидывал мне ссылку на этот мод. Почему же я говорю мод? Все очень просто. Насколько я поняла, когда выходил патч 1.44, происходили некоторые сливы кусочков карт от DLC «Сердце России», и мододелы, как смогли, воссоздали по этим сливам, собственно, небольшой кусочек карты DLC «Сердце России». И давайте, барабанная дробь, сейчас я вам этот кусочек покажу. И, ребята, вы готовы? Смотрите. Вот. Ну вот. В смысле, вот. Оно. Вот это. Кусочек. Я же сказала кусочек. Вот таким вот образом, собственно, из Луги в Псков у нас такая вот дорога, которая связывает два этих города. И, собственно, здесь сейчас мы с вами груз и отвезем, и хоть немножечко сможем насладиться хотя бы вот таким вот маленьким, но все-таки сердцем России. Груз я уже выбрала, мы повезем с вами древесную кору в объеме 6 тонн, вот в таком вот прицепе, и, собственно, наш путь будет выглядеть вот так вот, и займет он 388 километров. Мне, честно, очень-очень интересно, потому что я сама по этой дороге еще не ездила, мне очень-очень интересно посмотреть. Все, фары я включила, очень-очень интересно все же, что там такого интересного у нас сделали мододелы. Действительно, я бы очень хотела на это посмотреть. У нас тут трафик, кстати, да, трафик у нас тут присутствует, слава богу. Это хорошо. Мне кажется, что раз у нас тут уже есть как бы немножко русских городов, которые еще до DLC «Сердце России» были, то мне кажется, что дорога, в принципе, по моим ожиданиям, сильно как-то отличаться не будет. Я думаю, она будет примерно такая же, как, вот, например, в Луге, где мы сейчас с вами находимся. Так. Пока что мы едем с вами еще по старому участку карты. Потом мы с вами будем вместе отслеживать и вместе с вами увидим, когда начнется тот отрезок карты, где мы еще с вами ни разу не ездили. Пустой знак. Интересно, пустой знак. Ой. Пока смотрела на пустой знак, выехала на встречку. Ну ладно. Не страшно. Вот я, кстати, на Скании. Собственно, вот она моя Скания. Вот такая вот. И очень-очень мне интересно, когда же мы с вами окажемся на том кусочке карты. Мне интересно посмотреть. Я уже не знаю, сколько раз я сказала, что мне интересно. Но у меня каких-то супер-пупер завышенных ожиданий нет. Все-таки я предполагаю, что это будет просто обычная дорога, обычная карта. Ну, не знаю, может быть, там будет что-то такое, что меня очень сильно удивит. Это было бы здорово, конечно. Ну, сейчас мы с вами, собственно, это и узнаем. Судя по карте, вот сейчас мы здесь повернем, и как раз-таки по вот этой вот развязочке уже начинается новенькое и интересное. То есть раньше мы туда уехать, я так понимаю, не могли. Но слушайте, я вроде бы раньше туда и никогда и не уезжала, насколько я помню. Там вроде бы была невидимая стена или что-то такое. Так что давайте. Мы, конечно, плетемся с вами прямо за этим ботом. Ну ладно. Зато сильно гнать не будем. Успеем посмотреть на всякие окрестности интересные. Напоминаю, мы с вами везем 6 тонн древесной коры. Город Луга мы сейчас покинули, я так понимаю, судя по указателю. И мы направляемся благополучно в город Псков собственно, по новой дороге из DLC «Сердце России». Эть.
Это, аккуратно, аккуратно, повернули, съехали. Ау, поворотники включили. Так, это какой-то поселочек Заклинье. Первый раз слышу такое интересное название, поэтому пока я еду, можете... Давайте я даже помедленнее, можете любоваться, смотреть. Вот, собственно, домики, люди, машины. Но я так понимаю, какой-то поселочек такой. Маленький-маленький поселок, больше даже похож на какую-то деревню. Городской супермаркет. Смотрите, как мило, господи. Ну, это пятерочка, только они, я так понимаю, не могут называть пятерочку своим настоящим именем, поэтому пятерочка у нас безымянная. Шиномонтаж, ремонт дисков. Смотрите. Ну, на самом деле, весьма правдоподобно. Ой, здравствуйте. Весьма правдоподобно. Это все выглядит. Какой-то у нас заводик, какой-то ларек, инструменты и техника, страхование. Знаете, у меня полнейшее такое ощущение, и это, конечно, да, модовая карта, да, и все такое, но я так понимаю, раз это у нас кусок сердца России, то оно, собственно, так и будет выглядеть, когда официально выйдет, и оно очень похоже на все обычные русские моды, которые делают наши мододелы, когда пытаются делать Россию. Это очень похоже на проект Россия, на Русмап. Прикольно. Вообще такое ощущение, будто я где-то по южному региону еду. Какое-то озерцо интересненькое. Так, я буду лучше ехать так, то меня мотыляет в разные стороны. Давайте, лучше вот так, осторожно. Периодически буду камеру, конечно, включать, чтобы вам показывать. Смотрите. Что-то у нас здесь добывают. Думаю, было бы неплохо, если бы отсюда можно было бы брать грузы. Потому что очень такое красивое место. Заправочка. Слева лошадки, смотрите, пасутся. Машинки едут. Ой, какова красота. Заправка какая-то неизвестная, я такую не знаю. Газмер. Я не знаю. Я знаю Лукойл, я знаю Газпром. О, остановки такие старенькие, интересные. Ну, слушайте, на самом деле, это что? Серьезно, какой-то бомж живет или что это такое? Господи. Это реально так? Выглядит достаточно странно, ну ладно. О, ну-ка. Ну-ка, давайте я здесь остановлюсь. Посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут за такое интересное место? Допустим, да, здесь у нас можно было бы, если бы проехать, мы бы оказались бы вот здесь вот. Так, а дальше куда-то это ведет дорога? Домик у нас тут стоит. Непонятно, жилой, не жилой, но, наверное, не жилой. Так, тут все заканчивается. Это что? Это что такое-то? Это что тут написано? Непонятно. Что-то на английском языке. Какой-то магазин, наверное. Парковочка. Так. Крылов, Куликов. Лаврова, Элеонора. Лаврова, две Лавровых Элеоноры у нас похоронены в двух разных могилах, я так понимаю. Интересно, как это произошло. Крылов, Махо, кто-то, кто, я не знаю, кто это там. Так, интересно было бы почетче, если бы это все было, и понимать, что вообще это такое, какой-то непонятный мемориал, он достаточно пустой, люди стоят, дорожка, кривоватенькая дорожка такая, местами трава победила, женщина фоткается. Прикольно. На самом деле так интересно смотрится. Так, это что? Это надо с этой стороны смотреть, я так понимаю. А почему ничего не подписано? Что это? Что это такое? И качество видно, да, что... Ну, понятное дело, что это раз модовое. Я думаю, когда оно выйдет официальный релиз, то здесь будет побольше различной информации. Все-таки, что это такое за место? Ну, это, наверное, какой-то все-таки мемориал, я так понимаю. Но выглядит интересно. Интересно. Меня только смущает то, что Леонора все-таки у нас поделена на два. Ну ладно, смотрите, здесь ветки. Куда ведет эта дорога? Просто к концу карты. Ясно. Все, можем съезжать. Я что, в дерево вписалась? Когда я успела? Давайте, все, поехали с вами дальше. Интересно. Все, мы не поедем.
А, ну да. А, нет, слушайте, поедем, нормально, все получается у нас. Я уже думала, все испортила. Красиво, мне понравилось. Опять у нас лавочка. Почему так много мусора? Они реально себе представляют, что Россия очень грязная? Новгородский район. Бабуся сидит, смотрите, бабусенька. Давайте бабусеньку подвезем. Бабусенька будет очень рада. Наверное. А, какая-то проселочная дорога у нас. Проселочная дорога. Но она вроде бы никуда не ведет, поэтому туда свободной камерой летать не будем. Вообще хочется максимально подробно изучить все вот эти вот участки. Смотрите, тоже какая-то дорога перекрытая, тоже мусор, везде мусор. Почему столько мусора? Ты что, меня обогнать решил? Такая хитрожопая машина. Вот будешь знать, как обгонять. Так, дальше у нас нам нужно направо в сторону Шимска, но я хочу встать на обочине, и сейчас мы пролетим в ту сторону. Там у нас дорога кончается же, да? Что это такое? Великий Новгород. Великий Новгород, которого, я так понимаю, еще нет. Я так понимаю, здесь, скорее всего, мы будем брать грузы, потому что большое-большое такое место. Автовыкуп. Ну и здесь тоже похоже на просто какую-то компанию. Ну и бетон у нас... Ой, господи, я испугалась. Бетон у нас в текстурках. Какая-то электростанция. И, собственно, все, что мы здесь пока имеем. Поэтому можем ехать дальше. Если стемнеет, я сделаю день. На то, что... Не будем обращать внимание на то, что я опоздаю, если перемотаю на день, потому что все-таки мне важнее вам показать. Денег у меня здесь 7 миллионов, поэтому то, что я за этот груз денег не получу, в принципе, не шибко критично. Не думаю, что я обанкрочусь. Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой, все, извиняюсь. Машинки тоже интересные у нас здесь катаются. Такие всякие автобусы старые, маршруточки, ДПС. Давайте его обгоним, вроде бы никого нет. Но, в принципе, как я и говорила, дорога сама по себе очень похожа на дорогу, когда ты в Питере едешь, или когда в Пскове едешь, ну, в общем, или в Сосновом Бору, когда тоже катаешься, потому что это мы с вами уже видели кучу раз, и дорога, в принципе, ну, такая же. Я только вижу, что на ней какие-то полосы непонятные, как будто бы кривая дорога, или что они хотели этим показать. Так, там что? А что там? А я хочу посмотреть. Я хочу полетать. Вдруг есть какие-то интересные скрытые места, о которых я не знаю. Никаких скрытых мест нет. Все. Никаких скрытых мест нет. Можем ехать дальше. Ой, только меня теперь не выпускает он. Ну ничего, я тебя снова обгоню. Не переживай. Так, и слева у нас сейчас тоже будет какой-то поворот налево. Я хочу тоже посмотреть, что у нас там слева. Интересно, может быть, там какой-то другой кусочек другого города или что-нибудь еще. Или, слушайте, походу там еще нет. Ну-ка. А, ну, да, там просто дорога. Там, собственно, у нас просто недоделанная дорога, поэтому я не буду туда уж летать свободной камерой, потому что, понятное дело, там у нас пока что там ничего, кроме дороги и деревьев, нет. Ну ладно. Вообще интересно. Мне очень понравился все-таки этот мемориал. Такое интересное место. Я его вижу в первый раз. Опа, погнали. Я все-таки на Скании. Я только забыла поворотник показать. Ну ладно. Не страшно. Текстуры, конечно, проглядываются у нас везде, но мы спишем это на то, что все-таки это мод, что это все-таки неофициальное, типа DLC, сердце расы. Мне очень нравятся вот эти вот проселочные дороги, которые не заасфальтированы, они, ну, действительно выглядят достаточно реалистично. Мне интересно, что это за заправка такая, что за газомер, или это газовая заправка? А нет, среди 95-92 цены, к слову. Цены вроде бы актуальные, потому что мы с вами недавно обсуждали стоимость бензина у всех в разных городах, и многие говорили, что вот, да, примерно 45 рублей, у кого-то 48.
Ой, как это мило, ну вы посмотрите. О, я сейчас встану, я полетаю. Надо только найти, где бы встать. Староруса и Псков у нас направо. Ой, ну какова красота, ё-моё, очень, очень интересно. Я хочу сюда заехать. Давайте я сюда заеду. А, тут невидимая стена. Ну ладно, давайте так. Постою так. Главное, чтобы никому не мешало. Давайте с самого начала поглядим на вот это все. И вот мы, собственно, въезжаем с вами в этот поселочек. У нас здесь домики. Здесь, я так понимаю, должны будут жить животные. Это ферма. Возможно, отсюда мы тоже будем брать какой-нибудь груз. Потому что широкие ворота. Очень все на это похоже. Домики. Ой, ну какова милота. Слушайте, я вот когда к бабушке на юг ездила, в Староминскую, там вот у нас был примерно, слушайте, ну, домик, наверное, вот такой вот. Да, у нас был примерно вот такой вот у моей прабабушки домик, и все. И вот, ну, участок был, конечно, только намного больше, потому что там же земледелие, все дела. Вот. И посмотрите, какие милые дома. Мне так нравится. Я время перемотаю, чтобы вам было лучше видно. Я сделаю прямо день. То, что заказ важен, я это в курсе, но мне важнее вам показать. Смотрите, какие милые домики, какие дорожки у нас тут. Очень все так здорово, не знаю, мне нравится, такая красота. Мне вот нравятся вот такие места. Так, собственно, ага. О, какой-то недостроенный дом. Выехали мы с вами вот на вот эту вот парковку, куда нельзя заехать из-за невидимой стены. Староруса. Так, здесь у нас, смотрите, далее, сюда. Памятник стоит женщине. Женщине со скалкой какой-то. Не знаю, честно, не знаю, что это. Так, тут я уже ездила, смотрела. Так, выходим отсюда. Эти машинки припаркованы. Это все магазины, продукты. Это похоже на какой-то торговый центр или на офисное здание, или на школу. Далее, закусочная, столовая. Русня. Русская кухня, пиво, воды, соки, пресса. Ну, все верно, больше нам ничего и не надо. Так, продукты, пресса, окунь, обувной магазин, все вот в этом маленьком помещении. Круто. Далее, это мы в сторону... Как оно? Руси... Короче, поехали в сторону какого-то города. И тут у нас плоские дома. Все, здесь у нас... Ничего. Пока что нету. Ладно. Ладно. Это я в сторону... Старая Русса, во. И, собственно, все. Здесь мы с вами все посмотрели. Тут у нас также домики. Поэтому давайте можем ехать благополучно дальше. Только вопрос, конечно, как мне отсюда выезжать, когда я ничего не вижу. Ну, пропустят, ладно, что. У меня выбора нет, мне надо как-то отсюда выехать, извините. Пожалуйста, ну ладно, выпустите меня. Никто меня выпускать не хочет. Так, вот так вот встанем. Все. Оп. И можем ехать дальше. Я надеюсь, вы не против, что я вам подробно все показываю, везде летаю, смотрю, потому что я считаю, что это все-таки интересно. Фестивола пустынь, что? Какая пустынь? Какое-то странное название. Так, и поворачиваем.